Всем привет, друзья! Главный дилетант страны опять на связи. Тут вот какая штука. Государственное бюро расследований давеча разродилось результатами расследования причин аннексии Крыма. Собственно, вчера вся лента была в этом. Кому интересно, зайдите на сайт, посмотрите. Они сформулировали 5 причин, 4 из которых, такой, знаете, полный бюрократизм. И, в общем-то, вчера на дружественном канале Евгения Логвиновского это обсудили. Суть моего мнения, поэтому вот, пожалуйста. Вы знаете, когда я сегодня с утра впервые увидел эти 5 причин, я увидел их не на официальном сайте ГБР, а в одном из комментов, я подумал, что это какой-то вольный пересказ чего-то такого, что сделал на самом деле ГБР. Конечно же, не поленился. Зашел на сайт Государственного бюро расследований и собственными глазами прочитал вот эти 5 причин. Вы знаете, сразу у меня, как-то говорится, азировской мовой возник один вопрос. А что вообще делают следователи в ГБР? Я прекрасно понимаю, что лучшие из лучших из них брошены на борьбу со страшным и ужасным Порошенко, от которого все наши беды. Но худшие из худших, насколько я понимаю, тоже были призваны или отобраны в ГБР на какой-то конкурсной основе. Поэтому хотя бы элементарные вещи касательно того, что такое результаты расследования, они должны были знать. Что меня, в общем-то, резануло? Друзья мои, не нужно быть стратегом, политическим экспертом или главным дилетантом страны, как я, чтобы вот эти все причины назвать еще в 2014 году. Что делала вся наша правоохранительная система и ГБР уже в те годы, когда она была создана? Они там что, просто посты за 2014, за 2015 год из Фейсбука решили перепостить? Но, слушайте, вот эти все самые причины, очень многие разумные люди, в том числе и я, не вините меня за ложную скромность, писали еще тогда. Что нового мы узнали? Нам это преподносится как результаты расследования. Давай, Володя, смотри, так как представителя ГБР у нас, к сожалению, нет, то я буду выступать вот в роли такого теоретического оппонента. Да? То есть, вот пожалуйста, со стороны только ГБР. когда я закончу мысль. А вдруг, смотри, вот ты закончишь, смотри, а вдруг это все подкреплено каким-то количеством документов и, соответственно, каких-то доказательств неопровержимых, может быть, очень сильно. Чего не было в 2014 году. Друзья мои, это априори невозможно. Почему? Потому что 4 из 5 причин произошли до аннексии. Поэтому документы были уже тогда. И те люди, которые занимались расследованием, имели доступ к этим документам. Но я хотел бы закончить свою мысль и сказать, что эти причины далеко не полны. Все разумные люди, которые наблюдают за ситуацией, сходу бы назвали минимум еще 2. Первое – это так называемые Харьковские соглашения, которые через Верховную Раду с подачи Януковича протянул господин Литвин. Помните, как тогда его еще яйцами забрасывали? Это был, наверное, предпоследний акт, который способствовал аннексии. И, конечно, все разумные люди вспомнили бы еще фактическую отдачу Черноморского флота, которая нам преподносилась под соусом раздел Черноморского флота, который напрямую был задействован господин Кравчук. Вот еще 2 причины. То есть уже не 5, а уже 7. И это сходу получается. Потом к этим причинам, которые были сформулированы, возникают резонные вопросы. Допустим, одна из причин, я сейчас тоже зацитирую, возьму свою шпаргалочку: уничтожение систем ПВО Крыма. Да? Друзья мои, а как системы ПВО Крыма могли повлиять на аннексию? Как? То, что основная ударная мощь была сосредоточена еще до аннексии, они просто вышли с баз Российской Федерации, а потом, как рассказывают люди знающие, переправлялись через Керченский паром. И вот керченцы мне рассказывали, что вот в период начала февраля Керчь просто, что называется,
по ночам спать было невозможно от колонн военной техники. Ну какая же это причина? Поэтому у меня возникают очень такие вот большие сомнения, что в ГБР вот это вот заявление было поручено каким-то умным людям. Ну, знаете ли, заниматься отписками тоже нужно уметь. Все то, что мы прочитали сегодня, мог бы вам написать там студент 3-го курса, который занимается политологией, а не серьезный следователь, который пришел к выводу, что такое могло быть. Самый, конечно, ключевой вопрос, это последняя 5-я причина, это бездействие. Вот тут очень многим и действующим, и прошлым политикам нечем крыть. Вот Евгений вспомнил господина Турчинова, но, как мы знаем, то, что все ему вменялось в вину, как то бездействие, и как то отказ от приказа на стрельбу во время захвата наших воинских частей, скажем, не совсем правда. Или совсем неправда. Потому что из свидетельства того же самого Турчинова приказ открывать огонь на поражение в случае захвата наших воинских частей он давал. Тем не менее, этот приказ выполнен не был. Что было обусловлено целым рядом субъективных факторов. Прежде всего тем, что большая часть из тех, кто находился на службе в вооруженных силах Украины, были тоже призваны из Крыма. И получается, что они должны были бы, условно говоря, стрелять в своих соседей. Мы не будем брать и говорить, что аннексия Крыма произошла только под влиянием Кремля. Да нет, конечно. Мы прекрасно знаем, что большая часть Крыма, крымчан, по той или другой причине поддержала все эти действия. Мы всегда говорим правду. Бог им судья, как говорится. Но тем не менее, наши войны были поставлены в сложнейшие, прежде всего, психологические условия. Идем дальше. Вот еще смотрите, одна очень интересная причина, цитирую: подрыв состояния мобилизационной готовности. Вот о чем это вам говорит? Про уничтожение военкоматов? Да бред это полный. Вспомните, в каком состоянии находилась вся украинская армия в 2013 году. Что все те, кто находился на службе в вооруженных силах Украины, тогда обществом считались, ну, если неудачниками, то фактически людьми, которые не имеют авторитета. И как через полгода все повернулось, когда мы поняли, что именно армия нас защищает от российской агрессии. Вот еще одна такая штука. Поэтому, вы знаете, я задумался о другом. А почему эти 5 причин вышли именно сейчас? А потому что нужно показывать какие-то результаты. Кстати, кто мне не верит, зайдите на сайт ГБР. Одновременно с этим появились так называемые результаты по расследованию дел Майдана. Вот просто зайдите, вот даже ничего говорить не буду. Просто зайдите и посмотрите про то количество уголовных дел, которое заведено, про тех 2 или 3 людей, которым объявлена подозра так званая. Ну, слушайте, как после этого можно относиться к ГБР? Ну, понятно, еще раз повторю, что лучшие из них борются с... они постоянно это говорят, просто с Порошенко. Да, но с картинами-то и с музеем Гончара воевать получается. Вот когда на кону стоит результаты реальной работы, крыть нечем. Поэтому они могут писать все что угодно. Я расцениваю вот эти 5 причин, которые были опубликованы, просто как, знаете ли, желание, как один из вариантов ответа, желание оправдать свою зарплату. Почему? Потому что, реально, вот еще раз, то, с чего я начал. Откройте любой пост нормального человека в 2014 году. Он вам это все скажет. Плюс еще 2 причины, которые я называл: Харьковские соглашения и раздел Черноморского флота. Вот люди пишут, например, в комментариях, что одна из причин еще это сдача ядерного арсенала. То есть здесь причины можно, их, я думаю, что их не один десяток. Их можно перечислять бесконечно.
Потому что Это и то, что ошибки. происходило в начале 90-х годов, да, это тоже было одной из причин того, что мы потеряли Крым. Ну, кстати, одна из вот их... Политические игры наших политиков, не будем конкретизировать, а взять их полностью в целом, да, вот за эти годы, там 90-е годы, 2000-е и аж вплоть до 2014 года, это тоже причина того, что мы потеряли Крым. Потому что Ну и, в политических кстати, одна играх... из причин еще очень таких ключевых, это отношение к крымско-татарскому народу. Я считаю, это действительно была одна из стратегических ошибок всей украинской власти. Кравчук, Кучма, Ющенко, ну Януковича мы не берем, потому что это, понятно, просто был преступник, ставленный Кремля, не более того. Но то ли, знаете ли, тут какой-то сыграл штамп, то ли это просто недопонимание. Ну пусть это останется на их совести. Кстати, продолжая разговор по поводу Крыма и крымских татар, друзья мои, вы знаете, что меня еще сегодня резануло? Сегодня пришла просто людоедская новость из российского Ростова. Почему-то в наших средствах массовой информации фактически этому не было уделено соответствующего внимания. Я вам хочу просто зачитать, что сегодня Ростовский суд назначил 110 лет колонии строгого режима для 7 участников по уголовному делу так называемого Хизбут Тахрир. Крымские татары получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима. В частности, и вот эти имена нужно, я думаю, назвать вслух. Почему? Потому что мы теперь тоже начинаем за них бороться. Марлен Асанов, 19 лет. Мамед Белялов, 18 лет. Сервера Мустабаева, 14 лет. Эдем Смаилов, 13 лет. Сайран Салиев, 16 лет. Тимур Ибрагимов, 17 лет. Сервер Зикирьяев, 13 лет. Строгого режима. Друзья мои, это люди, которые не являются террористами, которые никого не убивали, которые ничего не поджигали, которые не строили даже террористических актов. Они виноваты лишь в том, что они крымские татары, и в том, что они исповедуют ислам. Вот вам, пожалуйста, конкретный пример, как Российская Федерация поступает с оккупированными, захваченными, аннексированными, называйте как хотите, территориями. Это кричащий пример. И поэтому вот эти две новости про Крым, которые сегодня пришли, они, в общем-то, вызывают очень большой резонанс. С одной стороны, бюрократическая отписка одного из наших самых главных расследовательных органов. А с другой стороны, вот это, не побоюсь этого эпитета, людоедское решение ростовского суда. Конечно, всех причин и не называть, их очень много, но самое главное помнить одно, что главным двигателем-то аннексии была как раз Российская Федерация, Кремль и лично господин Путин. А то, что наши неучи, либо предатели, либо засланные казачки этому всячески помогали, это как бы априори понятно. Но на сегодня все. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться на канал. Скоро увидимся. Пока-пока, друзья.